Всем дизайн, меня зовут Шелковская Наталья, я дизайнер интерьеров, а вы на канале Шоунат. Сегодня я вам расскажу про такой формат жилья, как американские мотели. На самом деле меня долгое время этот формат жилья пугал, потому что у меня какие-то персональные ассоциации. Я насмотрелась каких-то неправильных фильмов, и мне все время казалось, что здесь обязательно должны ходить какие-нибудь с ружьями неправильные дяди и всех расстреливать. Но все оказалось гораздо лучше, и здесь, на озере Таха, на примере вот этих апартаментов в мотеле, я вам расскажу несколько нюансов и несколько своих интерьерных размышлений. В США очень любят путешествовать на машине. Протяженность дорог в США в 4 раза больше, чем в России. И благодаря этим двум обстоятельствам появился такой формат гостиниц, как мотель. В России часто мотель ассоциируется со словом «клоповник», но американский мотель можно приравнять к российской 3-4-звездочной гостинице. В номерах есть все: двухспальная кровать или даже 2 двухспальные кровати, телевизор, холодильник, микроволновая печь, фен, гладильная доска и утюг. Всегда будет кофеварка и, конечно же, бесплатная парковка прямо у выхода из номера. Обычно в мотелях также есть бассейн, еще бывает тренажерный зал и зачастую дают завтрак. Здесь у нас по-американски 7 подушек. Это прям вот любимая вообще привычка американцев, чтобы было очень много подушек. Объясняю, зачем вкратце. Для того, чтобы вы в грязной одежде могли на кровать прилечь, и вот эти подушки, в которых вы чистые и после душа ложитесь спать, вы их не запачкали грязной одеждой, а вот на эти декоративные подушки в большом количестве вы можете днем прилечь. Здесь у нас Мерлин Монро, чисто вообще классическая Америка. Потолки, посмотрите, вот это самые дешевые потолки, которые есть в Америке. Это попкорн называются потолки. И смотрятся они, конечно, так себе, если честно, и навеивают на какие-то грустные мысли. Но встречаются они здесь на каждом шагу. Из-за конструкции вот этого вот помещения, из-за того, что мотель имеет определенную планировку, очень часто бывает такое, что у спальни есть своя, как бы, можно так сказать, общественная раковина и столешница для каких-то полумокрых дел. И это очень непривычно, но это очень популярно для Америки. Я уже здесь живу, вот в нескольких апартаментах прожила, и это 3-й номер или 3-й апартаменты, где у меня есть отдельно присоединенная к спальне своя раковина со столешницей, а за дверью уже унитаз и душевая, либо унитаз и ванная. Это очень непривычно для тех, кто родился и вырос в России, в странах СНГ, в Европе, потому что обычно спальня является полностью сухим помещением, а за дверью отделяются все мокрые сантехнические точки: раковина, унитаз, ванна или душевая. Здесь получается как-то серединка на половинку, но унитаз у нас всегда за дверью остается. Обратите внимание, какая здесь неглубокая ванна, вот, практически меньше, чем по локоть. Я даже не представляю, насколько это удобно, потому что еще не воспользовалась, но здесь еще помимо ванны есть интересный факт. Здесь вот этот вот рычажок, он не открывается наверх, как у нас, и направо-налево, там вода горячая или холодная. Здесь он идет по нарастающей, он вращается только в одну сторону и проходит через холодную воду. И таким образом регулируется температура воды. Кстати, это удобно, и это очень часто встречается в Америке. Конструкция большинства американских мотелей очень схожа и очень необычна для нас, потому что вся площадь помещения, вся площадь дома используется эффективно. Там всегда будут жилые пространства, ну или номера, а все проходы и коридоры, они выведены наружу. И если вы видите вот этот балкончик, он как раз и является тем самым коридором, через который вы можете пройти и дойти до своего номера. Но у этого решения, помимо хорошего, то есть эффективного расходования площадей, есть и отрицательный фактор, то, что у вас на одной стене появляется и окно, и входная дверь. Поэтому, выходя из своей двери, соседи могут
вплотную подойти к вашему окну и внимательно разглядеть, что же вы там делаете в своем номере. Из-за этого, конечно, приходится определенный образ жизни иметь, и если вы знаете, что вы живете в каких-то проходных апартаментах или проходных номерах в центре, вы должны почаще держать шторы закрытыми, потому что любопытных очень много, и всем очень интересно, что же вы там делаете в своем номере. Это такое вторжение в личное пространство, хотя я смотрю, тут в принципе особо никто не парится на эту тему, и все сидят и едят чипсы на кровати, и как будто бы приглашают нас к себе домой, и даже не стесняются, не задергивают шторы, всем так нравится, всем кажется это нормально. В этом отеле также есть открытый бассейн и даже джакузи. А это уже другой мотель. Здесь вы видите номер, он достаточно стандартный, и я даже не знаю, что про него рассказать дополнительно, потому что нет ничего выдающегося, но нет и ничего негативного, что я могла бы отметить. Чисто, аккуратно, красиво, вся мебель новая, не обшарпанная, в общем-то все достаточно хорошо. Пойдемте покажу санузел. Ванная комната тоже чистая, аккуратная, все стыки ровные. Для меня это важно. Я не вижу здесь ни грязи, ни плесени, ни в каких щелях, ни в углах. Тут все нормально. Вы можете обратить внимание, что здесь лейка такая же, как и в предыдущем номере. Она тоже недвижимая, ее нельзя никак изменить, но это, можно сказать, фишечка американского интерьера. Это нормальная ситуация. Но есть еще одна фишечка, которую прям вот я принять никак не могу. Это очень стрёмные унитазы. По всей Америке расставлены очень стрёмные унитазы. Я так подозреваю, что по всей Америке, потому что во всех помещениях, где я проживала, там везде были очень страшные унитазы. Они какие-то супер широкие, какие-то вечно огромные бачки. Мы вот в России, в странах СНГ, в Европе стараемся ставить инсталляции, чтобы все было встроено, все эти технические элементы были невидимы. А американцы как бы выбирают самые стрёмные, уродливые модели и расставляют их во все свои помещения. Я не могу это пока принять. Есть еще один нюанс. В Америке везде у любого фена, будь он отельный фен или фен, который вы купите в магазине, всегда есть вот такая вот наклеечка, которая предупреждает вас о том, что нельзя пользоваться этим феном, если вы в ванне находитесь, либо если что-то вокруг вас мокрое, потому что очень высокий риск умереть от электрического шока. И эти наклейки развешаны на все фены, которые я видела здесь в Америке. Но в этом мотеле, в отличие от предыдущего, есть закрытый бассейн, и яблочки с печеньем и чаем дают бесплатно. Но если мотели расположены вблизи национальных заповедников или парков, то они уже будут называться lodge. Несмотря на то, что они очень похожи внешне, у них такие же парковочные места, у них похожий конструктив и внешний вид, все-таки лоуджи ориентируются на семьи, которые приехали отдыхать в национальных парках, в то время как в мотелях люди останавливаются для того, чтобы просто переночевать, пока они едут по стране из пункта А в пункт Б по совершенно различным целям. И не обязательно посмотреть на красоту и отдохнуть. В связи с этим возникает у лоуджа немножко другая специфика. Он дает как бы чуть-чуть больше возможностей людям для расслабления. И номера в лоуджах минимальные. Это вот такие вот с двумя двуспальными кроватями. Потому что они ждут, что к ним приедут люди с детьми. И, например, семейная пара может спать вместе со своими двумя детьми в одном номере, и это будет для них удобно. Но у отелей, мотелей, лоуджей, апартаментов в Америке есть очень популярный минус, и он встречается достаточно часто, это ковролины. Они прям очень популярны в Америке, но если в каких-нибудь престижных апартаментах в Сан-Франциско, в кондоминиумах, например, там каждый раз, как только въезжает новый арендатор апартаментов, они там меняют ковролин.
Но в мотелях, отелях и лоджиях ковролин меняется исключительно редко. И здесь как раз вот такой вот случай, что этот ковролин не меняли уже я не знаю сколько лет, и он специфическим запахом всю эту комнату наградил, и это, конечно, прям не только внешний вид портит комнаты, но и общее восприятие. Даже если мы просто закроем глаза и не будем смотреть на этот ковролин, я все равно чувствую его присутствие носом. Это очень плохо, и это очень популярный минус всех американских интерьеров. Несмотря на то, что здесь все коридоры и подходы к номерам точно так же располагаются снаружи помещения, здесь внутри немножко другая планировка. И тут получается изолированная ванная комната с раковиной, которая находится внутри помещения. У этого прямоугольного помещения точно так же на одной стене с входной дверью есть окно. Но в данном случае это окно получается в санузел, и они сделали его матовым, из матового стекла, за что, конечно, спасибо большое. И на противоположной стене этого прямоугольного помещения есть второе окно, что не очень типично для мотелей, но периодически встречается. Это окно является выходом в персональную лоджию, и уже хорошо, что в спальню никто не может заглянуть из тех, кто проходит мимо, потому что там в принципе никто не ходит, все входные двери находятся у этой стены. В этом лоудже также есть закрытые бассейны и бассейны на открытом воздухе, которыми все активно пользуются. А это уже другой мотель-лоудж, который находится на территории национального парка Гранд Каньон. Вы можете посмотреть, у меня тут прекрасный вид на сосновый лес. И там дальше чуть-чуть уже начинается прекрасный Гранд Каньон. Но в этих апартаментах это уже одноэтажные домики такие, и здесь уже есть, помимо входной двери, которая находится прямо напротив машины, которую мы тут запарковали, то есть очень удобно, все свое ношу с собой, все свое рядом, это очень приятно. На этой же стене находится окошко, здесь же находится еще одно окно, и в этой комнате точно так же, как и в предыдущем лоудже, две кровати, одну из которых я раздербанила специально для того, чтобы показать вам, из чего же состоит американская кровать. Чаще всего американская кровать делается из трех частей. Первая часть – это подиум. Он деревянный, очень прочный, и предназначен он для того, чтобы выдержать очень тяжелые матрасы, которые американцы очень сильно любят. Вторая часть – это матрас. В Америке культ матрасов, культ хорошего сна, все тут преклоняются перед качественными матрасами, и чаще всего они сделаны из пружинного основания, и сверху у них находится слой чего-нибудь мягкого, воздушного, какого-нибудь искусственного материала, который и дает вот это ощущение облака, когда ты спишь. Но при этом очень прочное пружинное основание, сантиметров 30 или 40, поддерживает позвоночник в правильном положении. И сверху еще накрывается он такой вот перинкой, наматрасничком, который, я так понимаю, основная функция его такая, чтобы гости случайно не испортили хороший матрас. Ну, дальше уже идет, собственно говоря, постельное белье. А третья часть кровати у американцев – это изголовье, то есть это такой конструктор «собери сам». Выбери себе нужный подиум, выбери себе нужный матрас, выбери себе нужное изголовье, которое крепится не к кровати, а к стене. То есть если мы возьмем, отодвинем этот подиум с матрасом, то мы увидим, что у нас изголовье останется прибитым к стене. И это хорошо, потому что если вы хотите, например, как-то обновить декор в комнате и ее внешний вид, то вы можете просто заменить изголовье деревянное на мягкое, мягкое на металлическое и так далее. И у вас будет совершенно новый интерьер. Здесь вот этот прекрасный американский унитаз, который, конечно, с этим же огромным и страшненьким бачком, наверное, присутствует в любом интерьере американского дома.
здесь он обрамлен вот такой вот полочкой. И я знаю, что очень многие из вас, готовясь к ремонту, собирают себе коллекцию в Pinterest, и очень часто вам нравятся вот такие вот решения, когда над унитазом стоят вот такие вот полочки. Знаете, эту идею продвигают американцы, американские дизайнеры интерьеров, потому что у них вот такие вот унитазы с такими вот широкими большими бачками, которые они почему-то не прячут, а которые решают вот так вот обрамлять вот таким хранением. Некоторым это может показаться очень уютненьким и симпатичненьким, а мне же это кажется просто непродуманностью именно с технической точки зрения. Но вы можете написать в комментариях, как вам больше нравится, когда вот такая полка сверху приставляется к унитазу, либо когда вы используете встраиваемую инсталляцию, бачок у вас скрывается в стене, и сверху организовываются полочки, организовывается дополнительное хранение. Американцы очень сильно помешаны на всяких предупреждениях, и они предупреждают вас о любой возможной опасности, как вот, например, вот с этими наклейками. И, например, делают вот такие вот ванны в мотелях неглубокие, для того, чтобы человек случайно не утонул. И еще они тут очень заботятся о природе и придумали вот такой вот челлендж для гостей. Песочные часы, которые можно перевернуть и которые отмеряют ваши 5 минут на душ, чтобы вы больше не принимали душ и не тратили слишком сильно воду. Для экономии воды здесь также установлен специальный краник, у которого есть специальная выдача воды мелкими струйками. Это тоже экономия воды. Есть еще один формат жилья. В Америке чаще всего он встречается в национальных парках и каких-нибудь красивых местах. Это кемпинги. Когда вы въезжаете в кемпинг, вам предоставляется вот такое вот парковочное место и территория вокруг этой парковки. И на этой территории у вас есть стол со скамейкой, у вас есть место, где вы можете развести огонь и что-то пожарить. У вас есть недалеко, в большом количестве такие здания встречаются, у вас есть недалеко общественная душевая и туалеты, мужской и женский, даже разделение есть. И еще на вашей территории будет ящик, это сейф для продуктов от медведей, потому что администрация парка очень настоятельно рекомендует жителям кемпинга хранить все свои продукты не в машинах, не в палатках, не еще где-то, потому что ночью приходят медведи и все это, значит, пытаются вскрыть и найти еду. А хранить нужно вот в таких вот сейфах, куда медведи точно не доберутся. А еще здесь именно из-за медведей все мусорки вот на таких вот карабинах. Кстати, здесь мусор разделяется на органический компост и на перерабатываемый. Это бутылки, пластик, бумага и так далее. Но если вы приехали не в кемпинг, а просто погулять в парк, при въезде на парковку вас все равно будет встречать вот такой вот милый медвежонок, который будет вам намекать, что вот такое вот может произойти и с вашей машиной, если вы оставите там еду. Поэтому около парковки находится ряд вот таких вот хранений для еды, сейфов, которые еще сверху вот так придавливаются камушком, даже 2 камушками или 3, чтобы уж точно медведь случайно эти камни не смахнул и никак открыть этот сейф не смог и не смог скушать вашу еду. В Америке очень развит формат путешествий в домиках на колесах, и люди покупают себе огромные дома на колесах. И вот здесь очень часто можно такие домики встретить. Со стороны они, конечно, выглядят очень уютно. И это классно, что можно все вещи носить с собой. И вот как раз приезжая в такой кемпинг, в домике на колесах, ты будешь чувствовать себя по-настоящему как дома. Мы внутри вот такого домика, и здесь, значит, есть плита, духовка, раковина, вытяжка, микроволновка. Здесь есть холодильничек. Тут большая и уютная кровать, унитаз, раковина и душевая. У нас в России обожают кухонные уголки. Вот здесь вот кухонный уголок. И тут еще есть 2 места, значит, для водителя, для пассажира. И 2 кровать, видимо, это для детей. Это очень прикольно, что ты можешь вот так вот взять и ездить по стране в своем доме. И я думаю, это решение очень популярно у американцев именно потому, что оно дает тебе вот это вот и собственное место, и свободу передвижения. Я знаю здесь очень много американцев, которые в
в какой-то момент своей жизни решили, что они больше хотят быть мобильными, и они продали свое жилье и купили очень удобный и комфортный домик на колесах и ездят по стране, путешествуют. Им так больше нравится. И судя по тому, как они живут, мне, конечно, кажется, что очень даже они хорошо живут. Напишите внизу в комментариях, понравился ли вам формат проживания в кемпингах, что вы думаете по этому поводу. Ставьте лайк и подписывайтесь на канал, если еще этого не сделали. До новых встреч, все медвежатки!